вчера-то у нас снова не задалось с дорогой. Мы, как обычно, как бешеные белки, бегаем, думаем, куда себя присунуть, куда поехать. Потому что очень много сбивалось у нас сегодня маршрутов. И дай бог, хотя бы с этим все будет нормально. Стоим и ждем поезд. Так что в надежде, что у нас все удастся. Вот, короче, какая-то фигня там сзади происходит. Ты знаешь, как мои подписчики тебя любят? Смотри, какая тут остановочка. Я такой, знаете, что побольше, подлиннее блог. Был вот мне тоже друзья говорят, давай больше делай. Вот делаю больше, лишь бы что снимаю. Это что вообще? Путь у нас был долгим, мы ехали до Мюнхена, и было много пересадок с транспорта на транспорт. Так, я уже в Нюрнберге, на главном вокзале. Сейчас хочу быстренько продуктовый зайти, потому что сейчас все будет закрываться, все-таки уже ночь. Потом будем двигаться на Мюнхен. В день было все непонятно с транспортом и с приложением, что постоянно были задержки. Но я, собственно, отсористую, держу двери для мамы. А из-за задержек нам приходилось побегать. Я в Мюнхене уже где-то 11. Сейчас иду на Мариенплац, собственно, на главную такую площадь здесь. Ночью классно гулять из-за того, что на улице немного людей. И можно спокойно все посмотреть, погулять. Да и в целом есть свой отдельный вайб ночной прогулки. Мы пришли в банк снять гроши, понимаете же, для нашего путешествия нужны денежки. Я пофоткалась, уже посидели мы эту Мариенплац. Сейчас, собственно, пойдем в другое место. У нас, поскольку нету так много времени, чтобы тут супер как-то гулять, поэтому... Просто по-быстренькому смотрим главные достопримечательности. Нашу поездку в Милан мы спланировали быстро, точно так же, как и другие поездки. А также большую часть апреля я проводила в дороге в разных местах. Вот вам небольшая эстетика метро. Мои путешествия по метро. О, сейчас что-то будет мое. Это мы уже на автобусном вокзале в Мюнхене, ждем наш автобус. Сначала едем до Вероны. Главные символы Вероны — это античная арена, которую часто называют Веронским колизеем. Мне кажется, я похожа сейчас на опухшую рыбу-фугу, потому что сейчас 7 утра. Я только недавно проснулась, блин. И мы решили быстренько бежать сюда, в центр. Это мы в Вероне. Сейчас надо быстренько посмотреть и ехать обратно, потому что у нас есть пересадка до Милана. Также там есть средневековый балкон Джульетты. Оба объекта находятся в историческом центре города в пешей доступности друг от друга. Но мы не успели дойти до балкона Джульетты, потому что у нас было ограниченное время. На пересадку у нас всего было 2 часа. Это мы уже в Милане покупаем проездные на 3 дня. Меня уже утомило наше путешествие, дорога, это просто реально ужас был. Вот я уже еду в отель, но сам факт, это просто... Я говорю, слава богу, что мы на 3 дня, потому что это не просто невозможно. Я уже задолбалась. Тут мы приехали на Милано Порто Гарибальди. Там есть очень классные высокие здания, в основном офисы и магазины. Помню, как в 22 году мы сюда заходили, покупали также мороженое. Вот тут очень, на самом деле, такой прикольный райончик, все такое новенькое, вот эти всякие офисы высокие, класс. Чувствуется небольшая ностальгия, но сейчас уже все по-новому, более качественно, все продумано. Это я имею в виду качественно продумано, именно план посещений мест. Смотрите, как тут красиво, очень высокие здания эти. Вот это очень, кстати, похоже на Бурдж-Халифу, как будто бы. Он такой прям со шпилькой, такое высокое. Кстати, если кто помнит, на вот этих озелененных домиках снимали «Орел и решка», свою программу про Милан. Также в интернете они называются «Вертикальный лес». В общем-то, просто прикольные озелененные домики. По сравнению с другими домами они прям выделяются и очень классно выглядят. Погодка классная, я буду это говорить в каждом влоге. Тут мы зашли в местный итальянский продуктовый магазин. Посмотрите на количество сладостей и макарон. Я имею в виду пасту. Причем магазин такого обычного размера был. Как же без оливкового масла? Мы пока ждали нашего заселения, сходили, закупились. А вот, собственно, наш миленький номер, который стал для нас на 3 дня домом. Я бегу в надежде успеть сейчас в закрывающуюся церковь, где стены выстроены как будто бы из черепов людей, в принципе, из остатков костей. А церковь сама называется Сан-Бернардино Алеоса. Еле выговорила, блин. Кстати, в отличие от погоды в Германии или Польше, тут очень тепло. Ну, я вот вообще налегке так одета, платье, пиджачке и все. Это мрачное и завораживающее место. В 13 веке местное кладбище при больнице переполнилось, и для останков построили отдельное здание. В 1712 году после пожара церковь перестроили, а кости и черепа решили не прятать, а превратить в декор. Какой-то ужас, ребят. Я не хочу больше оставаться. Ну, так чисто туристическое, да, место такое нормальное. Хотя также заходите в обычную церковь, но тут тоже надо найти проход. В принципе, легко ориентироваться, потому что все сюда идут. Вот, как видите, я ухожу. И тут, видимо, еще какой-то пост был, служба, короче. Мы еще, попали, видите, походу там у кого-то похороны, блин, потому что, видите, все в белых платочках. Они еще какой-то бандит, это что-то страшное, если честно.
Фу, и там, так знаете, воняло, как будто там кого-то сожгли. О, я в новую церковь иду, смотрите. Это базилика Санто-Стефано-Маджоре. Церковь была построена примерно в V веке в раннехристианскую эпоху. Нынешний барочный вид сформировался в 17 веке после масштабной реконструкции. Переходим к собору Дуомо. Это один из крупнейших соборов в мире, вмещает до 40 тысяч человек. На вершине находится золотая статуя Мадонны, считающаяся покровительницей города. Посмотрите, во-первых, сколько людей, во-вторых, тут какой-то митинг Палестины, господи. Ну и сам Миланский собор Дуомо. А еще посмотрите, какой он огромный просто. Ну, блин, реально очень много людей. Говорю, что тут люди забыли? Ну, пришли, посмотрели, сфоткались, ушли. Сидят. Рядом с Миланским собором находится одна из самых красивых торговых галерей мира, галерея Виттория Эммануэля II. Но сначала мы пришли посмотреть на скульптуру в виде среднего пальца, полное название Love. Вот этот палец, он построен напротив банка. Как вы понимаете, у художника, у творца свой замысел особый. Аббревиатура слова love переводится с итальянского как свобода, ненависть, месть и вечность. А это посмотрите, какая красивая витрина у Филипп Ляйн. Здесь шампанское за 1800 евро. Это мы пришли в бар-ресторан Дольче Габбана в коллаборации с Мартини. Заведение очень стильное, и, кстати, там рядом находится сам бутик. В ресторане посуда вся от Дольче Габбана, а также везде присутствует много логотипа. И, как понимаете, цены там соответствующие. Я, конечно, тут уже постоянно снимаю. Неловко, конечно. Но очень прикольный бар, на самом деле. И посетителей много, хотя сегодня пятница. Я так и слышала, что в ТикТоке везде говорят, что типа, ну, это не супер популярное место, если нету такого потока туристов, потому что не все про это знают. Вот. Но тем не менее, очень прикольно тут. Нет, ну я прям кукинг в том плане, что я такие фотки забабахала, вообще люди. Я прям сама от себя не могу. Ну, конечно же, в первую очередь спасибо моему фотографу. Мы уже выходим из этого ресторана. Очень красивый там интерьер, на самом деле. Обслуживание тоже, в принципе, нормальное. А вот и сам гламурный бутик. Я теперь тоже хочу себе леопардовую мебель. Мы пришли обратно в эту галерею. Вечером мне там больше нравится находиться. Как видите, все красиво подсвечивается и немного людей. Можно снимать этот социальный ролик. Чисто поставить меня в центр, посмотреть, кто на меня смотрит. Можно так чуть-чуть попробовать. Я не выделываюсь, я просто снимаю видео. Меня мама заставляет крутиться и идти на бычьих яйцах. Я не хочу, нафиг они мне нужны, эти ваши бычьи яйца. Тем более я на каблуках. Нафиг мне это надо, понимаете? Тут вот такие брендики, ничего особенного. Предлагаю вам снова посмотреть на ночной Дуомо. И как раз таки в Милане все в основном находится вокруг него. Дальше уже не особо интересно. Такое утречко чисто. Я, в общем-то, собираюсь. На самом деле, это очень нервная поездка, потому что у нас изначально просто отменили рейс. Мы должны были вообще в целом лететь. Но в итоге получилось так, что у нас все спонтанно поменялось, и нам нужно было быстро найти решение этой проблемы. Потому что у нас все забронировано, понимаете, да? Собственно, сам перелет, отель, дорога обратно. Вчера весь день мы просто пробегали. Еще и рано легли спать, потому что сегодня также рано утром проснулись. И сейчас собираюсь я на озеро Кома ехать. Мы уже приехали на вокзал. Сейчас будем разбираться, куда нам идти, на какую платформу. В Милане также главный вокзал Централе, очень красивый и большой. На поезд мы покупали билеты заранее на сайте Trenitalia, это основной перевозчик. Также в Италии есть особенность на вокзалах, если у вас нету билета, вы не сможете никак пройти на платформы. Мы ехали до города Варена. Людей довольно-таки много, как вы видите. Мы держим наш путь на виллу Монастеро. Кто-то на паромы, кто-то на виллы. На эти паромы можно купить отдельно билеты. И на этих паромах можно передвигаться по всему озеру Кома. Мы выбрали виллу Монастеро, потому что находится в Варене, то есть никуда не нужно плыть, тратить время. Также там рядом находится вилла Кипресси, но она поменьше. А вот сам прайс-лист на виллу Монастеро. Смотрите, люди тут просто везде, огромные везде очереди, толпы просто. Еще вот это самая главная инсталлокация на самом деле. Но вот не пойму, почему вот там люди вот решили все сесть и не давать фотографии, как из Pinterest. Это ненормально. Видно же, что это инсталлокация.
Я уже переоделась в свое шикарное платье и пошла рвать и метать за инсталлокациями. Всех конкурентов долой. Карине нужны шикарные фотографии. У виллы достаточно большая территория, а точнее сказать именно длинная. Там высажены красивые яркие цветы, пальмы, огромные высокие кипарисы. И нам реально очень повезло с погодой. Я как настоящая инстадива сделала миллион фоток, и то еще мало. Посмотрите на эти колориты, на эти мандариновые деревья или апельсиновые. В общем-то, гештальт закрыт. Также на озере Кома есть разные виллы. Самая большая это Бальбионелла, и она находится дальше всех. Кстати, сюда билет стоил мне лично... Сколько мне он стоил, ебать? Я уже просто не помню. Ну, я хоть и платила сама за себя, но я не помню. Мне лично билет стоил 7 евро, так как до 25 лет считается, что я ребенок. Для взрослого билет стоит 13 евро. Закончив с нашей прогулкой и фотосессией, мы уходим и идем в центр города Варена. Кстати, вилла Монастера находится в 15 минутах ходьбы от центра, а там уже пойдем на паром. Будем сейчас выходить. Мне интересно, очереди больше нету или есть? Выходим. Нет, очереди, кстати, больше нету. Хотя, когда мы заходили, были большие очереди. Варена — это также яркий городок с узкими улочками, которые все ведут вниз к озеру. Ну и, конечно же, ни одна поездка в Италию не обойдется без итальянского джелато. Самый вайб — это именно лимонный вкус. С Италией ассоциации только такие. Это мы уже сели на паром до города Беладжио. Цены на паром варьируются, смотря куда вы плывете. Нам на человека вышло туда и обратно 11 евро. Это мы плыли от города Варена с остановкой в Меладжио, и после нее уже был сам город Беладжио. Там главное не перепутать. А также лучше плыть с запасом времени, потому что из-за большого количества людей могут не взять на паром и сказать «ждите следующий». Как нам сказали, паромы ходят каждые 45 минут, но они там ходят по-странному на самом деле. Могут прийти как раз 15 минут, так раз в час. Я снова с мороженым. Я чисто в Италию приезжаю, чтобы мороженого покушать. Я только здесь его так много кушаю. Вот, собственно, и наша ситуация. Кстати, как вам вообще такое, что мы тут застряли, получается, больше, чем на час, потому что отплыли паромы. Собственно, забрали не все количество людей, которое здесь было. Посмотрите, сзади меня очень много на самом деле. Ну и, как обычно, по закону подлости, прямо перед нами закрыли вход, собственно, на сам паром, и мы тут ждем его. Вот, собственно, как и получилось. Здесь мы уже напряглись, потому что у нас были куплены впритык билеты на поезд обратно в Милан. Короче, поднимаемся на паром. Такой интересный паром, что он именно грузовой, то есть сюда даже могут заезжать машины. В общем-то, как вы поняли, паромы разные ходят. Посмотрите, как красиво, особенно при таком свету. И мы идем уже обратно на поезд. Поезд купили с собой take-away апероль, так что будем ехать, пить и смотреть также программу уже на завтра. Это новый день. Мы сейчас идем на наш шаттл до аутлета Сера Валле. Это самый такой известный, самый популярный для покупки брендов со скидками до минус 70%. Также все билеты я покупала онлайн. Один билет стоит 25 евро. За эту сумму вас привозят туда и обратно. Я вам так скажу, что своим ходом это очень сложно туда добираться, только если вы не на своей машине. А если на машине, то проблема с парковкой. Вот что самое неприятное оказалось, это то, что здесь огромные просто очереди в каждый магазин. Людей было реально много, и меня бесило стоять в каждой очереди, поэтому я даже не во все магазины заходила. Да и выбор, конечно, в одежде был небольшой. Так, но Victoria's Secret я, конечно, застряла надолго. Я тут на трусах, на пижамах. Смотрите, тут всего вот так. Я только зашла в примерочную Victoria's Secret. Посмотрите, просто у меня полная сумка. Сейчас это все буду мерять. Думать, конечно же, что брать. Но Victoria's Secret меня очень порадовала. Я там накупила себе новиночек. В Адике вообще дофигища просто людей, просто дохера. Это ужас. Ну, типа, у них такие тут хорошие довольно-таки акции. Я вот думаю брать на самом деле вот эту вот штучку. Это была судьба, чтобы я их купила, потому что я их давно рассматривала в интернете. А тут еще получилось по хорошей цене. Я до сих пор в поисках шмотки, которая мне действительно нужна, которая мне действительно нравится. Что-то я пока ничего не нашла. Потому что, повторюсь, выбора особо немного было. Вот я уже в магазине Coach давно также присматривалась к их сумкам и в итоге решила купить. Так, с приобретением меня я все-таки решилась, купила вот эту вот сумочку. Долго думала, на самом деле, чтобы я, так знаете, долго носила, чтобы мне не надоело, чтобы не выкинули деньги. Ну, как бы вот купила. И на самом деле как-то расстраивают цены в магазинах, в том плане, что рассказывается, что скидки просто вау, что с сегодняшнего дня стартуют 70% скидок. Но в итоге какой-то бред вообще полнейший, обычные цены абсолютно. Но даже онлайн за такие деньги можно приобрести, даже если не в самих бутиках, то ну,
В других каких-то аутлетах 100% можно. Вот почти все на то, что я спустила сегодня денежки. Я ухожу с покупочками успешно. И напоследок вам показываю центральный вокзал. Посмотрите на его архитектуру. Пришло время уезжать. Дорога обратно была тоже интересная, но уже без подробностей. И сейчас сделаю вам обзор покупочек. Мною долгожданный обзор покупочек. Вот, собственно, сама сумка, которую я купила. Изначально хотела черную, чтобы было подо все, но в итоге купила розовую. Но очень уж она мне приглянулась. Следом идут вот такие красивые серебряные кроссовки Adidas. И также гламурная футболочка. Леопардик вообще самое то. Покажу от Victoria's Secret только халатик. Остальное не буду вам показывать. И также классические итальянские продукты. Также обойтись без пармезана, макарон, оливкового масла и панеттона.